Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Привет, ребята! Прежде чем начать, я хочу попросить вас сделать одну простую, но очень важную вещь. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Это не только для меня, но и для вас самих, чтобы вы продолжали получать те самые удары реальности, которые вам необходимо услышать. Давайте, это ничего не стоит, но помогает поддерживать этот контент, который, согласитесь, никто другой не осмеливается вам предложить. Теперь сядьте и приготовьтесь, потому что сегодня разговор будет прямым, без обходных путей и прикрас. Давайте поговорим о том, чего на самом деле хотят 99% женщин. И нет, это не то, что говорят в СМИ или гуру из интернета. Это не связано с деньгами, роскошными машинами или заезженными фразами из интернета. Все дело в том, кто вы есть на самом деле и как вы ведете себя в игре под названием «Жизнь». Я здесь, чтобы открыть вам глаза, потому что многие из вас все еще спят, обвиняя женщин или считая, что мир несправедлив. Пора проснуться, потому что ответственность лежит на вас, и только в ваших руках изменить ситуацию. 1. Сила мягкого прикосновения. Как создать напряжение без давления. Первое, что вы должны понять – меньше значит больше. Мягкое, почти незаметное прикосновение может оказать куда больший эффект, чем навязчивые объятия или неуклюжие касания. Дело не в том, чтобы вторгаться в ее пространство, а в том, чтобы показать, что вы уверены в своих действиях. Хотите пример? В следующий раз, разговаривая с женщиной, слегка коснитесь ее руки в нужный момент, сдержанно, но уверенно. Это тонкое движение демонстрирует уверенность и контроль. Но будьте осторожны, если вы будете неуважительны, вы покажетесь отчаянным глупцом, и игра будет проиграна. Знаете, в чем главная ошибка мужчин? Они путают уверенность с агрессией. Запомните раз и навсегда: создание напряжения – это искусство. Это как шахматная партия, где каждый ход должен быть обдуман и выполнен с точностью. Если вы тот парень, который считает, что нужно захватить или обозначить территорию, вы уже проигрываете. 2. Взгляд в глаза – секрет мгновенного подключения. Ваши глаза говорят намного больше, чем слово. Но большинство из вас даже не замечает этого, потому что слишком заняты избеганием взгляда или смотрят на что-то, куда не должны. Когда вы смотрите женщине в глаза, вы как бы говорите: «И я вижу тебя, я здесь, я в контроле». И поверьте, это очень мощно. Взгляд в глаза – это не только про влечение, но и про уважение и присутствие. Если вы не можете выдержать ее взгляд, она сразу заметит вашу неуверенность. А кто захочет быть с мужчиной, который не может даже удержать собственную энергию? Тренируйте это, практикуйтесь перед зеркалом, но не превращайте это в пристальный взгляд психопата. Между уверенностью и дискомфортом есть тонкая грань, и вы должны знать, где она проходит. 3. Используйте свой голос гипнотически, привлеките правильным тоном. Знаете, какая самая большая ошибка, которую вы совершаете, разговаривая с женщиной? Использование монотонного или нервного голоса. Это катастрофа. Ваш голос должен быть твердым, но спокойным, глубоким, но естественным. Представьте, что вы рассказываете захватывающую историю, и каждое ваше слово имеет силу гипнотизировать слушателя. Голос – это мощный инструмент притяжения, но многие из вас даже не осознают этого. Быстрая речь, заикание или роботизированный тон только оттолкнут ее. И не стоит заучивать готовые фразы или пытаться выглядеть кем-то, кем вы не являетесь. Будьте собой, но своей лучшей версией. Практикуйте дыхание, контролируйте ритм речи и используйте паузы в свою пользу. 4. Расшифруйте ее язык тела, жесты, которые выдают желание. Если вы еще не научились читать сигналы, которые подает женщина своим телом, вы теряете половину игры. Она может не сказать словами, чего хочет, но ее тело никогда не врет. Складывание ног в вашу сторону, игра с волосами или расслабленные плечи во время разговора с вами – это явные признаки интереса. Но знаете, в чем проблема? Вы настолько сосредоточены на своих собственных неуверенностях, что упускаете эти сигналы. Еще хуже, иногда вы их неверно интерпретируете и делаете резкие действия без всякой причины. Поэтому вот вам совет. Наблюдайте больше, говорите меньше. Ее тело расскажет вам все, что вам нужно знать,
если вы будете достаточно терпеливы, чтобы услышать. 5. Внимание к деталям. Маленькие жесты имеют большое значение. Как вы думаете, что женщина запомнит больше? То, что вы сказали, или то, как вы ее почувствовали? Она запомнит то, как вы ее заставили себя почувствовать. И именно мелкие жесты оказывают наибольшее влияние. Открыть дверь, запомнить ее любимый кофе или сделать комплимент на то, что никто больше не замечает – это способы показать, что вы внимательны. Но будьте осторожны. Не путайте внимание к деталям с льстивостью. Быть внимательным – это одно, быть и ковриком – совсем другое. Никто не уважает коврик. Поймите разницу, потому что именно здесь многие из вас терпят поражение. 6. Создайте тайну, как быть незабываемым, даже используя мало слов. Если вы из тех, кто выкладывает всю свою жизнь на первом свидании, мне нужно вам сказать, вы все делаете неправильно. Женщины не хотят знать о вас все сразу. Они хотят узнавать вас постепенно, испытывать любопытство и вовлекаться в тайну. Говорите меньше и позвольте ей задавать больше вопросов. Это простая, но очень эффективная стратегия. Создавайте любопытство, будьте непредсказуемы, но не переусердствуйте. Дело не в играх, а в том, чтобы оставить место для ее воображения, вопросов и желания узнать больше. 7. Постепенное прикосновение. Увеличьте близость естественным путем. Одна из ошибок, которую совершают многие из вас, это стремление ускорить события, как будто прикосновение – это автоматическое разрешение на дальнейшие действия. Давайте проясним. Постепенное прикосновение – это способ показать, что у вас есть терпение, уверенность и вы точно знаете, что делаете. Начните с легких, естественных прикосновений, без спешки и без явных вторичных намерений. Например, короткое прикосновение к руке, когда вы что-то передаете, или к плечу во время непринужденного разговора, может сказать больше 1000 слов. Секрет здесь в том, чтобы наблюдать за ее реакцией. Если она расслабляется или даже отвечает каким-либо образом, вы на правильном пути. Но если она отстраняется или показывает дискомфорт, ваша обязанность тоже отступить. Давить на нее – это верный способ оказаться в категории мужчин, которых она избегает. А вы ведь не хотите быть таким. Постепенное прикосновение – это тонкий танец, который работает только тогда, когда вы уважаете ее ритм. 8. Смелость в нужный момент. Как понять, когда действовать? Знание того, когда действовать, отличает уверенных мужчин от катастроф. Смелость должна быть рассчитанной и проявляться в нужный момент. Хотите практический пример? Если она смеется над вашими шутками, касается вас и склоняется ближе, это ясный сигнал, что можно сделать следующий шаг. Но если вы попытаетесь форсировать события до того, как она почувствует себя комфортно, вы все испортите. Подходящий момент – это когда ваша энергия синхронизирована, и она явно дает вам знак. Это не то, что можно заставить, это то, что происходит естественно. Помните, смелость – это не агрессия. Это способность брать инициативу уверенно, но без отчаяния или навязчивости. 9. Будьте мужчиной с характером. Инициативы, которые привлекают женщин. Если есть что-то, что уничтожает женское влечение, так это нерешительность. Мужчины, которые не знают, чего хотят, или ждут, чтобы женщины сделали всю работу, быстро забываются. Женщинам нужен мужчина с характером, который умеет принимать решения и вести ситуацию. Это означает быть активным. Пригласите ее куда-нибудь уверенно, выберите интересное место и покажите, что у вас есть планы и цели. Не нужно постоянно спрашивать, что ты хочешь сделать. Это демонстрирует неуверенность и отсутствие инициативы. Берите управление в свои руки и показывайте, что вы умеете вести. Женщины хотят видеть в мужчинах уверенность и способность действовать. 10. Завоюйте с помощью юмора. Как быть очаровательным без форсирования шуток. Юмор – это мощный инструмент, но использовать его нужно с умом. Нет ничего более раздражающего, чем человек, который постоянно пытается шутить. Вы должны быть естественны и наблюдать, что действительно вызывает у нее смех. Юмор – это вопрос времени и связи, а не попытка быть клоуном. Шутите легко, не принижая ее и не делая оскорбительных замечаний. Лучшие шутки – это те, которые рождаются естественно в разгар беседы.
И если вы думаете, что у вас нет таланта быть смешным, сосредоточьтесь на остроумии. Иногда умный и своевременный комментарий стоит больше, чем 1000 неудачных шуток. 11. Держите контроль. Покажите, что вы ведете момент. Сохранять контроль – это жизненно важно. Это значит не терять самообладание и не паниковать, независимо от ситуации. Если она будет проверять ваши границы, а многие будут это делать, вам нужно показать, что вы твердый и невозмутимый. Ведение момента – это не быть властным или контролирующим. Это умение знать, что делать и как реагировать. Когда вы сохраняете контроль, вы излучаете уверенность, а уверенность невероятно привлекательна. Независимо от того, что происходит, всегда контролируйте свои эмоции и решения. 12. В конце концов, они хотят мужчину, который знает, что делает. Если есть универсальная истина о том, чего хотят женщины, это то, что они хотят мужчину, который знает, что делает. И речь не только о поступках, но и об энергии и присутствии. Они хотят чувствовать, что рядом с ними человек, который понимает момент, уважает их границы и знает, как создать связь. Вы должны быть уверенным, но не высокомерным, твердым, но никогда грубым. Покажите, что вы контролируете ситуацию, но не забираете у нее главную роль. Женщины умны и проницательны. Если вы притворяетесь кем-то, кем не являетесь, они это заметят. Если вы устали терпеть неудачи, быть игнорируемым или не понимать, что делаете неправильно, решение находится прямо здесь. Все, о чем мы говорили сегодня, касается создания более аутентичной, уверенной и осознанной версии самого себя. Женщины не хотят пустых обещаний или отчаявшихся мужчин. Им нужны те, кто знает, что делает, кто понимает баланс между инициативой и уважением, между уверенностью и добротой. Знание без действия ничего не стоит. Так что встаньте, практикуйтесь и превратитесь в мужчину, которым всегда хотели быть. Давайте продолжим видео, но прежде, если вы дошли до этого момента, оставьте в комментариях слово «100%» или что-то похожее, чтобы мы знали, что вы учитесь. Для более интересных тем подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поделитесь им позже. Секрет, который женщины не раскрывают, но ждут от вас. Ребята, давайте сразу к делу, потому что я знаю, что вы пришли сюда не за украшенными словами или пустыми разговорами. Название этого видео говорит само за себя. Есть секрет, что-то, о чем женщины не говорят, но чего они ждут от вас. И если вы думаете, что можете продолжать игнорировать это, мне жаль, но вы обречены на провал. Дело не в деньгах, внешности или славе. Все зависит от присутствия, отношения и умения вести себя правильно. Прежде чем начать, вы знаете, что делать. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Это тот тип контента, который никто больше не осмеливается создать, и каждый лайк и подписка помогают поддерживать этот проект. А теперь приготовьтесь услышать голую правду, потому что этот секрет может изменить все в вашей игре с женщинами. 1. Будьте прямыми, но элегантными. Как говорить то, что они хотят услышать? Знаете, в чем самая большая проблема многих мужчин? Они говорят слишком много, но по существу мало. Ходят вокруг да около, пытаются впечатлить заученными фразами или делают длинные паузы, которые только показывают их неуверенность. Женщины хотят видеть мужчин, которые говорят прямо, но это не значит быть грубым или бесчувственным. Можно быть уверенным и при этом элегантным. Например, вместо того, чтобы спросить, хочет ли она пойти куда-нибудь, скажите: «Давай завтра в 16 часов выпьем кофе. Я знаю место, которое тебе точно понравится». Это демонстрирует уверенность, организованность и искренний интерес. Но помните, прямота – это не спешка. Правильный тон и слова имеют решающее значение. 2. Проявляйте уверенность. Женщины любят мужчин, которые не сомневаются. Знаете, что женщины замечают в мужчине сразу? Уверенность. И я не говорю о том, чтобы быть высокомерным или властным, а о том, чтобы знать, кто вы, чего вы хотите и как действовать. Когда вы сомневаетесь, они сразу это замечают. Каждый неуверенный жест, каждое сомнительное слово – это сигнал тревоги для них. Проявляйте уверенность через осанку, голос и решение. Стойте твердо, говорите четко и смотрите в глаза. И главное, верьте в то, что говорите. Если вы не уверены в себе, как вы можете ожидать,
что кто-то другой будет уверен в вас. Уверенность нельзя подделать, ее нужно строить. Поэтому работайте над этим. 3. Превратите слова в желание. Искусство вербального соблазнения. Слова имеют силу, и если использовать их правильно, они могут создать почти магический эффект. Искусство вербального соблазнения заключается в понимании того, что сказать, что еще важнее, как сказать. Простая фраза, такая как «в тебе есть что-то особенное, что меня интригует», может быть гораздо эффективнее, чем общие комплименты или попытки произвести впечатление. Но внимание, дело не в использовании готовых фраз или клише. Речь идет об аутентичности, наблюдательности и умении замечать, что действительно привлекает ее внимание. Женщины обращают внимание на детали и сразу понимают, если вы не искренни. Используйте свои слова, чтобы создать реальную связь, а не просто заработать очки. 4. Создайте напряжение с помощью продолжительных взглядов и рассчитанных пауз. Ничто не так мощно, как правильно направленный взгляд и тишина в нужный момент. Продолжительные взгляды создают напряжение, которое слова никогда не смогут передать. Это как если бы вы говорили все, не произнося ни слова. А тишина — это момент, где многие мужчины терпят неудачу. Они пытаются заполнить каждую паузу в разговоре, думая, что тишина вызывает дискомфорт. Но на самом деле хорошо использованная тишина может быть крайне эффективным оружием соблазнения. Оставьте пространство, чтобы она почувствовала ваше присутствие, чтобы напряжение росло естественным образом. 5. Уважайте ее границы, двигайтесь с уважением и уверенностью. Двигаться в нужный момент – это не только вопрос смелости, но и чувствительности. Вам нужно быть внимательным к сигналам, которые она посылает, и, поверьте, они всегда есть. Если она отступает, уважайте это. Если она приближается, следуйте ее ритму. Уважение ее границ – это не знак слабости, а сила. Это показывает, что вы цените истинную связь и не находитесь в отчаянии. Женщины хотят мужчин, которые умеют балансировать между уверенностью и уважением, которые понимают, когда действовать, не кажущимися спешными или бесчувственными. 6. Как создать атмосферу для физической связи без давления? Физическая связь – это не то, что вы заставляете, это то, что вы создаете. Для этого важна обстановка. Выберите место, где она чувствует себя комфортно, где атмосфера способствует близости. Это может быть ужин в тихом месте, прогулка в парке или даже разговор в более интимной обстановке. Избегайте ситуаций, которые могут показаться навязчивыми или поспешными. Дайте ей пространство, чтобы почувствовать себя уютно, и позвольте связи возникнуть естественно. Помните, создание атмосферы для физической связи больше связано с тем, как вы заставляете ее чувствовать себя, чем с самим местом. 7. Овладейте искусством слушать. Настоящее внимание – это афродизиак. Вы недооцениваете силу умения слушать, и это фатальная ошибка. Слушать по-настоящему, с полным вниманием – это один из самых недооцененных навыков в искусстве соблазнения. Я не говорю о том, чтобы просто кивать головой, пока вы обдумываете, что сказать дальше. Я говорю о том, чтобы действительно поглощать ее слова, улавливать нюансы, понимать, что скрывается за сказанным. Когда вы слушаете внимательно, вы демонстрируете искренний интерес и заставляете ее чувствовать себя ценной. И да, это невероятно привлекательно. Хотите простой пример? Когда она говорит о чем-то важном, задавайте вопросы, которые показывают, что вы ее слушаете. Комментируйте детали, доказывая, что вы действительно услышали. Это создает мощный эффект, потому что настоящее внимание – редкость, и женщины мгновенно чувствуют, когда вы по-настоящему присутствуете. 8. Используйте маленькие жесты для создания больших впечатлений. Большие жесты запоминаются, но именно маленькие по-настоящему покоряют. Что, по вашему мнению, важнее для нее, дорогой подарок или то, что вы помните, что она любит ромашковый чай, и приносите его в трудный день? Женщины обращают внимание на детали, и именно это делает всю разницу. Улыбка в нужный момент, легкое прикосновение к ее руке, когда вы переходите улицу, или даже просто открыть для нее дверь. Эти простые жесты показывают, что вы заботитесь, что вы внимательны и цените ее присутствие. Не путайте это с лесть. Речь идет о создании искренних моментов, которые заставляют ее чувствовать себя особенной, не выглядя при этом отчаянным или нарочитым. 9.
Покажите желание без отчаяния, искусство контроля. Желание важно, но отчаяние – это конец привлекательности. Когда вы показываете свое желание, вы должны быть тонким, сбалансированным и контролируемым. Женщины хотят чувствовать себя желанными, но не задушенными. Показать, что она вам нравится, важно, но делать это чрезмерно или навязчиво – это верный способ ее оттолкнуть. Контроль – это ключ. Удачно сказанный комплимент – улыбка, которая передает ваше восхищение, легкое, уверенное прикосновение – этого достаточно, чтобы выразить ваш интерес, не выглядя отчаянным. Покажите, что вы хотите ее, но не нуждаетесь в ней. Эта разница критична для сохранения вашего преимущества. 10. Будьте мужчиной с ценностью. Докажите, что вы отличаетесь от остальных. Будьте честны. Что делает вас отличным от других мужчин, которых она встречает каждый день? Если ваш ответ – что-то поверхностное, вроде «я хороший» или «я забавный», вы еще не поняли сути. Быть мужчиной с ценностью значит показать, что у вас есть принципы, цели и вы знаете, чего хотите от жизни. Женщины устали от предсказуемых мужчин, которые только говорят о себе или не имеют ничего интересного, чтобы предложить. Покажите, что вам есть что добавить, что вы уверены в себе без высокомерия и что вы умеете уважать и ценить окружающих. Мужчины с ценностью не пытаются ничего доказать, их действия говорят за них. 11. Покажите, что вы здесь, полное внимание моменту. Быть здесь – это больше, чем просто быть физически в одном месте. Речь идет о том, чтобы полностью присутствовать в моменте, выключить телефон, забыть про отвлекающие факторы и показать, что она имеет всю вашу энергию и внимание. Это редкость, и именно поэтому это так мощно. Когда вы действительно присутствуете, она чувствует, что важна. Это создает гораздо более глубокую связь, чем любые слова могут достичь. И не думайте, что это можно подделать. Истинное присутствие ощущается, как и его отсутствие. Так что будьте здесь, полностью, если вы действительно хотите произвести впечатление. 12. В конце концов, они хотят того, кто раскрывает их лучшие. В глубине души то, чего женщины действительно хотят, это того, кто заставляет их чувствовать себя более живыми, счастливыми, более связанными с самими собой. Они не ищут совершенства, а мужчину, который привнесет что-то положительное в их жизнь. Того, кто вдохновляет их, бросает им вызов, заставляет их смеяться и чувствовать себя желанными, но при этом не заставляет их отказываться от своей личности. И вы можете быть этим мужчиной, только если готовы работать над собой, быть чем-то большим, чем поверхностность. Потому что, в конце концов, секрет заключается не в том, что вы говорите или делаете, а в том, как вы заставляете ее чувствовать себя. А это то, что может предложить только по-настоящему уверенный, спокойный и осознанный мужчина. Если вы дошли до этого момента, это значит, что вы готовы перестать быть очередным парнем и начать быть мужчиной, которого женщины не только желают, но и уважают. Все, о чем мы говорили сегодня, сводится к одному – необходимость баланса, подлинности и уважения. Женщины не хотят пустых обещаний или чрезмерных жестов. Им нужна связь, внимание и кто-то, кто заставит их чувствовать себя особенными без необходимости просить об этом. Так что вопрос остается – готовы ли вы стать этим мужчиной? Если да, начните прямо сегодня. Примените то, что вы узнали, улучшите свои слабые стороны и измените свой подход. И, конечно, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с другими мужчинами, которые должны открыть глаза. Увидимся в следующем видео, но помните, перемены начинаются сейчас, с вас.